ВК Pixel Battle – ежегодное событие, проводящееся с 10 по 12 октября, берущее свои корни с американского социально-новостного сайта Reddit. 1 апреля 2017 года был запущен проект OurPlace или OurPlace, в котором любому пользователю позволялось ставить один пиксель из палитры в 16 цветов раз в 5 минут на полотне размером 1000 на 1000 пикселей. Это был своеобразный социальный эксперимент, в котором люди объединялись вместе для создания пиксель-артов на свои любимые тематики, так как поодиночке им пришлось бы закрашивать площадь 2 на 2 пикселя в течение 20 минут. Событие длилось 72 часа и оказалось очень увлекательным занятием, из-за чего в том же 2017 году российская социальная сеть ВКонтакте провела схожий ивент на свой 11-й день рождения, после чего это стало ежегодной традицией социальной сети. Правила остались примерно такими же. Дается полотно размером 1590 на 400 пикселей, 25 цветов и ограничение в 1 пиксель в минуту. Лично я в первом и во втором пиксель батле участвовал на стороне сообщества Beast of Shit, посвященной мемам по вселенной Стивена. В третьем я уже четко решил, что буду участвовать на стороне русского комьюнити Брони по нескольким причинам. Во-первых, так уж исторически сложилось, что день рождения ВК выпадал на день рождения крупнейшего сериала по My Little Pony, а конкретно Friendship is Magic, то есть 10 октября, из-за чего Pixel Battle стал очень важным событием для всего русского сообщества MLP. Во-вторых, конкретно Battle 2019 года стал самым важным Pixel Battle'ом для них, так как начинался он ровно в день 9-го дня рождения сериала и заканчивался ровно день показа последней серии, последнего сезона, того же самого сериала. Русские фанаты просто не могли проиграть в данном событии по этим двум причинам. Это могло стать очень красивым прощальным подарком для всех любителей сериала, даже вне русского комьюнити. Однако и сам ВК хотел сделать данный баттл чуточку особенным, и в этом году добавил 3 вещи, которые в теории должны были сделать событие интереснее, а на практике произошло то, о чем я расскажу в конце ролика. Конкретно эти вещи являются: бомба закрашивает 12 пикселей в форме ромба и только в определенные цвета. Снежинка замораживает также 12 пикселей в течение 30 секунд, и никто не может их перекрасить. И последнее, молния, позволяет поставить 30 пикселей одного цвета в течение 15 секунд. Таким образом, бомба была удобна для вандализма, снежинка для защиты от вандализма или же защиты самого вандализма, и молния универсально могла быть использована для обоих целей. Попадались они случайно по мере закрашивания пикселей, но довольно редко. Лично мне за 3 дня выпала одна молния и одна снежинка, и то только на 3-й день. И вот в полночь 10 октября началось событие. Брони уже подготовили пиксель-арт за месяц до начала, и признаюсь честно, что его первая версия мне показалась уж чересчур огромным, и я боялся, что его будет легко сломать из-за большого количества мелких деталей, всего в 1 пиксель толщиной, а следовательно вандал-одиночка мог сделать свою работу без проблем. Да и к тому же, основная армия по ней состояла максимум из 2000 человек, да и то только под конец батла, что маловато для подобного размера арта, в то время как у больших сообществ людей было от 5000 одновременно активных. Но чем больше людей у сообщества, тем труднее всех организовать, а пони были одними из самых организованных. Например, знающие и талантливые люди из сообщества MLP написали расширение для браузера, мини-карту, показывающую, какой должен быть поставлен пиксель на выбираемой вами координате, что естественно упрощало работы в разы и позволяло отстраивать весь арт без переработок, с четким выделением заранее занимаемой территории, с высоким количеством мелких деталей и сводя ошибки к минимуму. Таким образом, утром 10 октября и началась вырисовываться дерпи в левой части полотна. Дерпи является символом и традицией всех пиксельных войн в ВК, и ее всегда защищали и отстаивали сильнее всего. Однако не успели мы отстроить дерпи, как нас тут же смел какой-то стример, заняв все наше место. Конкретно кто это был, станет понятно под конец 2-го дня, и это будет очень важно. Но потери мы не унывали и перенесли арт в верхний правый угол. Там мы снова отстроили дерпи и продержались до вечера 1-го дня, пока нас также не смели. К тому моменту все поняли, что отстроить первоначальный вариант с нашими-то небольшими силами просто невозможно. По крайней мере, мы так считали. И было принято решение нарисовать другой арт, поменьше,
с лицами 6 главных героинь на первоначальном месте, так как к тому времени стример, занявший наши территории, ушел, и там появилось месиво пикселей, из-за чего наши более организованные ребята легко сумели вытеснить всех мелких. Потихоньку за ночь был отстроен новый арт. Не без рабов, например, место Twilight на какое-то время занял Рикардо Милос. Не знаю, кто это был, но скажу, что перед этим я оставил вкладку с батлом включенной, а когда вернулся, для меня Twilight, примерно так же, как и на таймлапсе, за несколько секунд превратилась в Рикардо, что было довольно смешно и одновременно больно. Тем не менее, к утру все было отстроено и восстановлено. На утро 11 числа располагающийся слева от нас стример Братишкин уничтожил огромное количество артов, закрасив их черным. Большая территория была закрашена черным на сотни пикселей от их границ. Против натиска не выстоял даже паблик-миллионник, рефлексия наших чувств. Однако каким-то чудом ответственные за это решили не трогать по ней, что сыграло только на руку, ведь под нами организовалась огромная пустая площадь, которую даже огромная армия Братишкина была не способна удержать. В основном из-за того, что на основной его арт было совершено нападение с сообществом КБ. И естественно, ближе к 11 часам дня по Москве был отдан приказ занимать все нижнее под нами и все-таки попытаться выполнить первоначальную задумку, несмотря на явный недостаток сил. Миникарта была обновлена, от оски сообщества МЛБ пришлось все-таки отказаться, и поверх арта началась масштабная работа. Черную область тут же заполонили другие сообщества, а под нами кто-то решил отстроить зеленый квадрат, который все-таки надо было захватить для реализации нашего арта. Удивительно, но он даже не сопротивлялся и по сути только помог, зарезервировав для нас много места. Примерно в это же время на арт Main 6 было совершено нападение, но его игнорировали, потому что он все равно был принят уже под снос. С миникартой работа шла относительно быстро, и прямых конфронтаций было довольно мало. Немного задели флаг белорусов слева, и какие-то боты отстроили арт Вани Гусева, откусив кусок от нашей территории. Против ботов сражаться было невозможно, но через какое-то время их отключили, и мы снова восстановили арт. После Братишкины чуть-чуть нарушили территории, но все уладилось довольно быстро. И примерно до 23 часов по Москве все шло относительно спокойно, и мы радовались тому, что, несмотря на нашу небольшую численность, мы сделали нечто действительно большое и красивое. Наш арт даже понравился стримеру Хесусу, и он оказал нам большую помощь чуть позже. Но на то время на нас особо никто не нападал. Так, вандалы изредка. Особенно они любили бить глаза Рерити, потому что глаза всегда самое заметное место, а на арте у всех они были закрыты, и только у Rarity был их силуэт. А также вандалы очень хотели поменять букву O на I в слове Ponies в надписи Thank you Ponies for wonderful stories. Еще внутри мы отстраивали небольшие арты мелких сообществ, которые мы приютили у себя, в обмен на помощь с основным артом. А также в знак союза с Братишкиными поставили числа 89. В остальном же все было настолько спокойно и мирно, что в полночь на 12 октября мы были просто в шоке от того, что произошло в тот час. Мы узнали, что нам не удалось занять нынешнюю территорию с первого раза благодаря стримеру Сигилу с YouTube канала Russian Power. И вот этот человек внезапно решил, что если он занял лишь половину нашей площади, сместив нас, а после не сумел удержать это место от других сообществ, но сумели нормально обосноваться на этом месте уже мы, и при этом увеличить площадь вдвое от его изначальной, то он имеет полное право на абсолютно все наши владения. Логика. Тем не менее, со своей 4000-ной армией за час он почти полностью снес наши арты, закрасив его белым и оставив огромное красное пятно в верхнем левом углу. Проблема была еще в том, что это была полночь, и многие из нас были неактивны в тот час. Однако, несмотря на это, нашим удалось уговорить Хесуса на помощь, и он сумел чуточку задержать Павера, за что мы были очень благодарны. А некоторые даже отправили ему донатов за поддержку. Ибо действительно все было на волоске. Благо он ушел в час ночи по Москве, и много людей остались на ночь для отстройки арта. Опять же, за ночь удалось восстановить арт, но теперь все были напуганы после подобного, ведь понимали, что завтра Павер вернется, а значит нам нужна максимальная защита.
Слава Селестии, в течение третьего дня ничего не происходило с Артом. Однако все уже были наслышаны о произошедшем этой ночью, и все знали, что Павер вернется, что только нагнетало атмосферу. Как затишье перед бурей. Всех просили собирать как можно больше людей, будь онлайн в 19-20 часов по Москве. Хесус отправил небольшую дивизию к нам на помощь, Братишкин сделал то же самое. Все остальные собирали друзей и знакомых. Лично я добился репоста в группе Аниманьяка с призывом о помощи, что, наверное, также дало 5-10 человек. На третий день также наши умельцы настроили ботов, и с такой собранной армией людей и машин все были наготове. 20 часов вечера. Павер запустил стрим. Атака началась. Основной удар пришел на Рерити и Пинки Пай. Никаких деталей сохранить было невозможно. Лица всех героинь превратились в разноцветные пятна. Ставились исключительно основные цвета, чтобы работать оперативнее, чтобы показать, что пони не сдадутся. Атака продолжалась полчаса, и Павер так и не сумел отвоевать земли. Испортить арт, да, но не отобрать. Так что он запустил опрос, в котором спросил, стоит ли продолжать. И на этот опрос были брошены все наши силы. И с хорошим отрывом в 20% мы отстояли свое. Мы ликовали. Но это был еще не конец. До окончания батла оставалось 3 часа. Арт был восстановлен, и все ждали полуночи. Все считали, что да, мы сделали это. 3 часа шли довольно спокойно, и мы думали, что да, вроде как. Однако под конец вышли последние. Вандалы. На последних минутах батла они бросали бомбы, они использовали молнии для больших рандомных точек. Мы предвидели это и тоже собирали айтемы для последних минут, но ломать не строить, и естественно они подпортили ситуацию. А потом сообщение. Ивент завершен. Все выдохнули, видели, что вандалы все-таки своего добились. Но оказалось, что они испортили все арты, всех сообществ. Вообще ВК довольно сильно накосячили с этим батлом. Помимо таких мощных инструментов для вандалов, они также сделали плохую палитру цветов, из-за чего цвет Twilight был не того оттенка фиолетового, а цвет Пинки должен был быть намного ярче. Но в любом случае именно так русское сообщество МЛП встретило первый день без своего любимого сериала. Немного с горечью и грустью, но понимали, что за их плечами стоит много. Они нарисовали огромнейший арт для своих скромных чисел. Они отбились от многотысячной армии Павера. Они умудрились выйти в топ сообществ и занять 4-е место с отрывом более 1000 пикселей. Они проводили свой сериал в последний раз. И проводили его красиво и достойно. Я увлекаюсь не только МЛП, но и другими вещами. Оттого хотел бы выделить несколько других сообществ. Во-первых, Beast of Shit. Все-таки по старой памяти я поглядывал за ними, и у них даже что-то получалось вместе с еще 2 сообществами по Стивену и Джоджо. Но под конец все-таки их сместили расты, из-за чего они построили совсем уж маленький арт для себя, и даже такому арту навредили вандалы. У Паней с Вискеками интересная история с прошлого батла. Сначала они пытались обосноваться вверху, а потом вроде как нашли укромный уголок прямо под нами. И я активно призывал своих товарищей помочь им, так сказать, извиниться за прошлый год. И я даже собрал последователей, но админы почему-то не отреагировали на просьбу. И Фискек, к глубочайшему моему сожалению, был сметен ВК-тостерами. Я думаю, что все слышали новость, что советский космонавт Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября. Он настоящий герой во плоти. В его заслугах первый выход в открытый космос, невероятная миссия с невероятным количеством непредвиденных проблем и аварий во время миссий и невероятным профессионализмом космонавта, а также участие в миссии Союз Аполлон, моей любимейшей космической миссии, какой бы это ни был странный выбор.
В общем, в его честь кто-то решил также нарисовать арт. И черт возьми, посмотрите, какой он шикарный. Пускай нарисованный ботами, да, но великолепный. И черт возьми, как же я зол на вандалов, которые испортили его. Ладно, вы можете не любить какие-то популярные вещи, это нормально, бывает так, ну что поделать, люди разные. Но вот это уже немножечко в другой лиге играет, не находите? Это действительно классная вещь, посвященная действительно хорошему человеку. А вы вообще имеете хоть какой-то рассудок? Нет? Отвратительные вы люди. Его, правда, перерисовали, и мне кажется, что первый был все-таки получше. Но хоть на этом спасибо. И да, его тоже испортили. Ничего святого у этих мудаков. В принципе, ивент прошел хорошо. Было действительно весело и много достойных работ. И я надеюсь, что ВК осознала свой просчет с айтемами и на следующий раз уберет их и сделает полотно побольше. Как бы только серваки их не накрылись, бывает и такое у них. Ну а под конец традиционно попрошу подписаться на канал, прокомментировать данное видео и поставить лайк под него. Всем удачи и пока!